Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас чуть-чуть с опозданием агрогороскоп цветовода на ноябрь месяц 2022 года. Время киевское. Итак, с первого дня у нас выходной. Правда, можно 1 ноября посвятить было уборке, но вы все знаете уже и по посевному агрогороскопу, и по агрогороскопу поливов и так далее, садоводов. Это время перехода Луны из первой во второй фазы, ничего не делаем в огороде. Ну и водолеи нельзя было поливать. Можно было заниматься уборкой сада, а также можно было выкапывать луковицы или корневища для хранения и закладывать на хранение. И это время у нас и 2 ноября было запланировано, а также вечером уже можно было поливать растения после 9 часов вечера, после 21 часа, когда Луна зашла в знак Рыбы. Сегодня у нас агрогороскоп как раз 3 ноября, и сегодня можно, смотрите, что делать. Для тех стран, где тепло, вы можете поливать и подкармливать в открытом грунте свои цветочные растения. Для тех, кто уже свои цветы занес в дом, кто занимается выращиванием комнатных растений, тоже самое актуально – поливы и подкормочки. Напоминаю, подкормки не должны быть по инструкции. Все 100% нельзя, а 50% то, что дается по инструкции. Вегетация даже при подсветке, она идет медленнее, чем при открытом солнце. Итак, сегодня, 3 и 4 завтра, комнатные растения поливаем, подкармливаем, а также проводим посадку уже укорененных черенков, они уже разрослись, пересадку их делаем, перевалку рассады. И можно пересаживать при необходимости, вот это и есть перевалка, в большие горшочки или горшки, те растения, которые уже выбираются из горшка своими корнями. Вот эти все работы можно сегодня делать. Но напоминаю, я не сторонник, потому что сколько раз проводили мы эксперименты, при пересадке не обрезайте, не повреждайте корни в любом знаке. Идем дальше. Что же нас ждет дальше? А дальше 5 и 6 и утром 7 ноября это будет время растущей луны в знаке Овен. В Овне очень хорошо заниматься защитными мероприятиями против вредителей и болезней. Так как в комнате находится растение, напоминаю, лучше всего проводить обработку растений против вредителей и болезней биопрепаратами. А также используйте аптечные препараты, перекись водорода, нашатырный спирт, то, что есть у вас, и настои трав можно использовать. А также закладывайте на хранение те луковицы, которые выкопали, или корневища. Кстати, выкапывать можно в этот день. И семена не забывайте, тоже проверяйте и закладывайте на хранение. 6 ноября Луна заходит в период очень сложный, сожженный путь полнолуния начинается, и будет этот период продолжаться 7, 8 и 9 и утро 10. Но что здесь очень важно? 8 полное лунное затмение и само полнолуние. Вот что можно делать уже 7 после 8 часов утра, так это только поливать. Подкормки не давайте. Поливы 7, 8 и 9 до обеда. Почему до обеда? А потому что далее у нас переход Луны в знак Близнецы 15:38. Желательно до 12 часов провести поливы. Телец очень хорошее время, но подкормки не проводим. Полное лунное затмение, полнолуние, энергии настолько много будет, что растениям будет сложно воспринимать удобрения. И даже болезненно это будет. Идем дальше. Вот заканчивается 10 сожженный путь полнолуния в обеденное время. И после 13 часов можно уже заниматься работами, связанными с цветами, потому что это период уже близнецов. А близнецы покровительствуют всем цветам и посадки, особенно декоративных растений, цветочных растений, тех же роз. В это время я просто для себя, видите, отметила желтеньким таким фломастером. Почему? Потому что собираюсь еще высаживать на выгонку
луковичные цветы, а также можно пересаживать, и буду пересаживать, у меня есть саженец розы. Вот эти работы можно сделать вот 10 после 13 часов, 11 все сутки. Это очень хороший период. Но, напоминаю, в близнецах цветочные растения замечательно, но и посадка, и посевы, но должна быть заранее увлажненная земля. В Тельце увлажните землю, а вот 10 после обеда, 11 весь световой день можно уже и высевать, и высаживать. Не пишу пока посев подзимний, потому что ну, это для сибиряков можно это делать. Но и там будут вот эти приливы, отливы теплых и холодных периодов еще до Нового года. Поэтому до Нового года это еще опасно делать. А вот уже после Нового года при первой же возможности можно будет сеять семена озимых, подзимние посевы цветочных растений. Вот так правильно будет. Итак, что мы делаем в близнецах еще? Можно делить корневища и высаживать. Это для теплых регионов. Те, кто еще не сделал, делайте это. Высаживаем луковицы, розы, хризантемы пересаживаем. И, кстати, если уже выкопаны у вас луковицы, корневища, закладывайте на хранение, а также проводите зеленые операции. Позади у нас уже сожженный путь полнолуния, и можно проводить 11 зеленые операции для цветочных растений. Что здесь подразумевается? Там, где, конечно, уже морозы были, можно срезать вот эти все верхние части сухие от цветочных растений и закладывать их в компостную кучу. А там, где еще тепло, можно вот цветоносы обрезать. То, что уже отработало и готовится к зимовке или к отдыху, то же самое можно, то же самое 11 можно вот это все делать. И не забывайте собирать семена цветов. Близнецы прекрасно это дело поддерживает и любит. Итак, мы разобрались с близнецами. Для тех, кто спрашивал, когда же все-таки посадить луковицы цветочных растений, как видите, у нас до 8 числа, до полного лунного затмения, и после этого периода у нас вот этот период появился. Это близнецы. Используем его энергии, его любовь к цветам и высаживаем, досаживаем то, что не успели сделать. Итак, у нас позади вот эти посадочные дни. Далее у нас 12, 13, 14 до 14:49 энергии стихии воды. Луна убывающая будет в знаке Рак. И что можно делать? Поливы и подкормки. Тот, кто живет в холодных регионах, скажет, какие же еще подкормки. Для тех, кто выращивает в теплых странах цветы, очень хорошее время для подкормочек. Ну и те, кто на окошке, на подоконнике держит, выращивает свои цветы, и эти цветочки готовятся к цветению, им нужна подкормка. Напоминаю, калий, магний очень нужен для всех тех цветов, которые собираются цвести. Дайте им, пожалуйста, 50% вот этой подкормочки, и они вас отблагодарят за тем красивым цветением. В эти дни 12, 13, 14 до 11 часов желательно, можно, снова же, используя комнатные растения, если вы укоренили, можете пересаживать, перевалку делать, можете высаживать эти цветы. Все комнатные растения, не только те, которые будут цвести, все это можно высаживать. И в это время также защищать от вредителей и болезней. Не забывайте профилактика. И используйте для этого биопрепараты или настои трав. Вот это очень важные такие дела, которые можно провести с цветами открытого грунта в теплых странах, а также с цветами закрытого грунта, имеется в виду комнатные растения. Здесь, кстати, не только комнатные цветы в раке, можно с ними работать. У многих есть уже растения, которые плодоносят, декоративные какие-то растения. То же самое, все эти виды работ подходят для них. Теперь у нас наступает период завершения третьей фазы. И 14-го вот это период льва после 15 часов, 15 и 16 Луна будет находиться в знаке Лев. Но сразу же 16 выпадает из любых работ. Единственное, что можно делать, уборку цветника. А вот 14 после 15 часов и 15 можно выкапывать луковицы корневищ,
луковицы, корневища, прошу прощения, для хранения. Закладывать на хранение все то, что уже подготовили, высушили, закладывайте на хранение и проводите в этот период зеленые операции. Обрезку различных растений. То ли это уже засохшие какие-то части растений, то ли это пасынки, какие-то зеленые лишние веточки. Идем дальше. 17, 18, 19 убывающая луна в 4-й фазе и будет находиться в знаке Девы. Поэтому в этот период, именно осенью, не делаем нарезку черенков и не укореняем. Очень плохой процент приживаемости. Что можно делать? Можно делать поливы, подкормочки, посадку, пересадку, перевалку цветочных растений, комнатных растений. И можно также высаживать, если кто-то приобретает в это время какие-то цветы в горшках, допустим, хризантемы, тоже можно их пересаживать в большие горшки, делать вот такую перевалочку. 19 в 12:59 Луна зайдет в знак Весы. Здесь будет находиться еще и 20 и 21 до 19 часов 16 минут, а затем Луна перейдет в знак Скорпион. Что можно сделать в Весах? Можно закладывать на хранение луковицы, семена, корневища, подготавливать почву уже цветников, убирать цветники. И не забывайте защищать цветочные растения от грызунов. Уже приближается это время новолуния. И смотрите, 21 вечера в Скорпионе будет Луна. И Геката будет 22-23 тоже в Скорпионе. Здесь можно только поливать растения. Подкормки не делаем. 24 в Стрельце уже будет само новолуние. От 24 можно проводить только зеленые операции. И эти же операции можно будет делать 25-го. Еще тоже в Стрельце. Это время Гекаты. Геката завершается уже 26-го, а ночью переход произойдет Луны из знака Стрелец в знак Козерог. И смотрите, два замечательных дня, 26-27 для цветовода. Это тоже время очень хорошее, уже это растущая луна. Можно заняться посадкой саженцев цветочных, декоративных, луковичных, весенних растений. Все это можно на выгонку, кстати, очень хорошо тоже это время для посадки. Все, что вы хотите, и у вас благоприятная погода, высаживайте в это время из цветочных декоративных растений. Очень хорошо в это время проводить подкормки, но 50% от инструкции. Вот хороший период для нарезки черенков и для укоренения. Растущая луна, знак корня, Козерог. Очень хороший период, используйте его. В это время можно высаживать, пересаживать, перевалку делать комнатных растений. А также, если вы купили, снова же, красивые цветы, начинаются распродажи, хризантемы в горшках, пересадку делайте. Это хорошие дни, вот 26-27. И не забывайте, еще можно сделать зеленые операции на любых растениях и в любом регионе и в любой стране. 27-го вот этот период постарайтесь со всеми посадками, пересадками, нарезкой и укоренением черенков завершить это все до 20 часов. В крайнем случае 21, потому что Луна без курса начинается в 22:13, а это время не для таких работ. 28-29 Луна растущая уже будет в знаке Водолей, а Водолей подходит для зеленых операций, для уборки цветника. Это все технические работы. Ну и готовьте, если нужно, цветники к зимовке, где-то готовьте даже укрытие, если есть необходимость, укрывайте цветочные растения. Но это все северные регионы. Водолею это делать очень хорошо, потому что это время знака стихии воздуха, и растения не будут загнивать. Завершается месяц в знаке Рыбы, 30-го, переход Луны из первой во вторую фазу. Кроме поливов здесь ничего не делаем. А теперь делаем скрин. Тем временем авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик прощаются с вами. Мы, как всегда, ждем новых встреч с вами и надеемся, что мы делаем полезное дело для вас. Вот сейчас, секундочку, еще вот так, таким образом, чтобы все было видно хорошо. Ну, а нам остается попрощаться с вами до следующего видео. Пожелать вам мира, тепла и уюта в ваших домах, чтобы ваши растения радовали вас своими зелеными листиками и цветением. Пока-пока!